Всем привет, меня зовут Шумов Денис, я профессиональный фотограф. Последние 10 лет я занимаюсь исключительно фотографией. Снимал для разных журналов GQ, Glamour, Tatler, Vogue. Более подробно обо мне можно почитать на моем сайте. Сегодня же мы будем снимать стрит-стайл. Сегодня мы с вами будем снимать стрит-стайл. У нас есть очень красивая модель Настя, классный за кадром оператор Игорь. Он сам так сказал, но я с ним согласен. Вот. Мы будем гулять по центру Москвы. Мы дождались наконец-то хорошую погоду. Нам не нужен закат, нам нужно примерно заходящее такое солнце. Мы будем ловить отраженный от здания, от окон свет. Он будет холодным, он не будет жестким, он будет достаточно мягким, и вы увидите, какую крутую картинку мы получим в итоге. Мы сделаем порядка 5-6 картинок, и в дальнейшем я их обработаю. Первая часть видео будет состоять именно из процесса съемки. Я расскажу вам, как, на что я снимаю. А вторая часть видео, она будет уже про обработку. Поехали. Наша задача найти классный свет, который будет отражаться от зданий. От здания, от окон, независимо, что это такое. Главное, чтобы это была какая-то светлая поверхность. Они будут своего рода отражателями. Самое классное то, что мы можем снимать с вот этим вот рефлексом, подсветкой от зданий и еще в контровом солнечном свете. То есть у нас получается 2 в 1. Очень крутой свет на модели и очень интересный задник. Можно больше движения. Стрит-стайл мне нравится тем, что это динамика. Преимущественно в кадре мы показываем какую-то жизнь. Класс. Смотрим в камеру. Отлично. Мне больше всего нравится, когда модели не позируют. Мне нравится, когда модель в кадре живет. Пару слов о том, на что я снимаю. Это Canon EOS R, это беззеркальная камера. Она сейчас у меня идет как основная, хотя есть еще альтернативная Mark IV. У R крутейший автофокус, следящий по глазам. Из оптики у меня с собой объективы 50 мм, 24, 85. Но основной сегодня у нас будет 50 мм. Это все фиксы. Фиксы, они светосильные, у них красивая картинка, они резкие. Это основное их преимущество перед зум-объективами. Конечно, они немножко дороже, но они того стоят. 50 мм 1,2. Рабочая дырка сегодня будет где-то 2-2,5, наверное. Дырка — это диафрагма, к слову. Давай поправим немного волосы. Здорово. Взгляд в камеру. Подвигайся чуть-чуть. Вот, отлично. Это средний план. Давай еще вот с такой уходящей. Вот, класс. И когда рука немного вдоль туловища, вот так назад. Тоже отлично. Супер. Вот на этом месте падает красивый свет. Давай еще снимем. Поправь волосы рукой. Вот, супер. И на меня прям взгляд бросай. Молодец. Кайф. Стрит-стайл — это съемка, в которой вы постоянно в движении. Вы идете, особенно если стоит такая задача, как у нас, нам нужно искать вот этот вот свет. Мы можем не обращать внимания на какие-то мелочи, то есть там какие-то преграды и так далее, мы просто не берем их в кадр. Потому что у нас, по сути, создается такая искусственная виньетка вокруг, и наша задача поймать вот это вот световое пятно, в которое, получается, встает Настя. Солнце, оно само по себе дает такой теплый свет, но когда оно переотражается, это становится холодный свет. Это такой индустриальный, наверное, индустриальная картинка получается, которая вот очень мне нравится. Посмотрите, какой получается вот падает отраженный мягкий свет,
и он у нас идет пятном. Здесь, конечно, не получится сделать ростовую картинку, потому что ноги немного проваливаются, но найти свет, где модель будет полностью освещена, это тоже несложно. Окей, идем дальше, ищем крутые места. На меня светит солнце, которое отражается из окна 4-го этажа дома напротив. Мы нашли еще одно классное место с отраженным светом. Вот прямо сзади меня стена, а передо мной солнце. Я немножко щурюсь, но Настя не щурится по той причине, что свет отражается и очень мягкий, очень мягко падает на нее. Сейчас мы сделаем пару кадров, и я вам покажу, что получается. Супер. Точно так же у нас сзади контровой свет. Я снимаю на дырке 2,5. В данный момент у меня фотоаппарат автоматически переключает выдержку. Сейчас она примерно 1250. Окей, класс. Давай немножко подвигаемся. Угу. Стрит-стайл в основном это про динамику, это про движение. Когда модель двигается, она, ну, скажем так, живет в кадре, она актриса. Если она вошла в роль, главное немножко изредка корректировать. Дальше она все сделает сама. Ну, Настя так, в принципе, сама все делает. Угу. Можно менять разные ракурсы. Можно снимать с нижней точки, с верхней точки. Можно пытаться поймать кадр, чтобы солнце было где-то, допустим, между плечом и лицом, то есть получается такие интересные засветы, главное, чтобы они были не сильные, то есть чтобы лицо не проваливалось полностью в свет. Вот, супер, можно сделать прям очень крутые крупные портреты, прям с эффектом отражателя. Давай еще чуть-чуть ближе подойдем, прям немного ко мне. Окей, вот, супер, класс. Это прям очень крупный портрет на открытой диафрагме, это 2.0. Если мы хотим с вами показать, к примеру, какую-то бижутерию, украшения и так далее, нам нужно обязательно тогда закрывать диафрагму. У нас полезет, конечно, фон, задник, но это не так страшно, зато у нас будет полностью видно и модель, и красивые глазки, губы, и будет видно украшение. Ага, прям поправляешь волосы, красиво поправляешь волосы, супер. Немножко по украшению, как-то там можно рукой провести. Отлично. Угу. И на меня взгляд еще переведем. Во, супер. Чуть выше голову. Ага. И повороты прям влево, вправо такие. Да. Вот, движение очень здорово, когда двигаешь прям. Угу. Очень крутая штука на R-ке, это следящий фокус по глазам, он цепляется и держит, то есть он ведет модель, независимо от того, как она быстро двигается, он распознает лица, и это очень упрощает работу и сокращает количество брака на выходе. Вот. Давай немного повернем лицо в сторону света. Это жесткий свет, он прямой, солнечный, неотраженный, его также можно классно обыгрывать в это время. Он не такой жесткий, как 12 дня, допустим, сейчас уже 6 вечера. Ой, класс вообще. Еще давай немножко вот туда вот. Глаза, губы, очень красиво. Супер. Основная классная штука R-ки и, в принципе, последних камер, то, что можно снимать через экран. И я уже давно не помню, когда бы я снимал через видоискатель. Это очень удобно, ты сразу же видишь картинку, у тебя лучший контакт с моделью, и в принципе, то есть работает лучше периферийное зрение, ты понимаешь, что происходит вокруг. Это незаменимая история, особенно для репортажа. Также, когда ты снимаешь через экран,
ты быстрее можешь переключаться между разными функциями, хотя это вопрос эргономики, и, конечно, когда ты долго снимаешь, то у тебя это все происходит с закрытыми глазами. Но для новичка, мне кажется, это идеальная будет история. Идем. Идем. Смотрим на меня. Остановимся вот здесь, прям остановись. Немножко попозируй. Вот, класс. Как будто в движении, прям туда-сюда, туда-сюда. Отлично. Мне нравится то, что у нас сразу в кадре памятник, перспектива, классная Настя, еще такси там стоит. В этом есть что-то такое городское, вот именно то, что нам нужно, уличный стиль. Вот это шикарный кадр. Угу. Идеально. Угу. Вот, супер. Я выставляю выдержку 1/250, потому что Настя двигается, ее гораздо сложнее так снять. А еще здесь падают яблоки с яблони. Вот. Потрясающе. Не уходи со света, вот примерно вот на этом участке. И на меня прям идешь, и чуть смотришь вверх на солнце. Вот, класс. Еще пару раз. Супер. Во, мне нравится, очень круто. Но так как камера повернулась прямо на нас, мы жмем газ. Сегодня я снимал на 50 мм 1.2, это фикс-объектив. Все объективы, на которые я снимаю, это фиксы. Они имеют огромное преимущество, потому что они светосильные. У этого объектива светосила, максимальная диафрагма это 1.2, то есть он очень светлый, очень красиво размывает фон. Этот объектив портретный объектив, и, на мой взгляд, он прям такой must-have, незаменим. Особенно там в свадебной съемке, каких-нибудь портретах, вот как а-ля сегодня мы снимали. Мы снимали на диафрагме 2.0, 2.5, примерно на такой вот. Из настроек я использую режим AV для съемки при дневных условиях на улице. ISO у меня стоит автоматически, то есть я снимаю в режиме AV, это режим приоритета диафрагмы. То есть я меняю только диафрагму. Выдержка у меня стоит фиксирована минимально 1/125, либо 1/250. Я эти режимы меняю между режимами C1, C2, C3 в зависимости от необходимости. Если у нас модель двигается, то нам нужна выдержка короче, то есть 1/250 и выше. Если у нас очень ярко, фотоаппарат автоматически делает выдержку короче, то есть в какие-то моменты он делал выдержку 1/2000, допустим, но даже при плохих условиях освещенности он повысит ISO, но не сделает выдержку длиннее, чем 1/125. Мы сегодня очень здорово прогулялись с Настей, наснимали много крутых кадров, ловили солнечный свет, потом снимали с жестким светом, и еще поймали закатный свет. То есть мы, в принципе, поснимали совершенно разные по настроению, по характеру кадры. Я думаю, что у нас будет даже больше, чем я хотел, больше 5-6 картинок. Это была первая часть видео, где я рассказывал о том, как я снимаю стрит-стайл. В следующей части, во второй, я расскажу о том, как я обрабатываю эти фотографии. Так что подписывайтесь на мой канал, жмите лайк, если вам понравилось, и пока!